Шок. Шари разоблачил все. Именно так я назову это видео, чтобы вы понимали, когда вы видите название «Шок», «Последнее видео», «Самое шокирующее видео», это значит, что вас считают за дебилов. Именно разбрасывают сети, знаете, забросил сеть и ждет, когда туда клюнет какой-нибудь идиот. Вы просто знаете, что вот такими заглавиями люди ловят людей, у которых IQ не очень большое. К чему я? Я открываю новости, українські новості, і вижу там про оберіг. Оберіг зробили. Вот. Я вижу там про вышиванку, ну это стабильно, да? Про то, как спели колядки. Спели колядки, вы представляете? Про то, как Вифлеемскую звезду вырезали из картона, отправили в зону АТО. И я понимаю, что это не только происходит сейчас, в канун, вернее после, в канун и после, и во время светлого праздника Рождества. Нет, это постоянно. У меня такое впечатление, что занижают, искусственно занижают этими новостями IQ своего народа. Но я не вижу, я нигде не увидел в украинских СМИ доступного и понятного объяснения, что же там опубликовала американская разведка, что же там опубликовали силовые службы, что все так возбудились вдруг, что же в канун уходящего Обамы вдруг решили опубликовать. И этого нигде нет. Я включаю Радио Свобода, и только там я слышу. Но что я слышу? Спецслужбы заявляют, что Москва представляет крупную угрозу для американских интересов в разных областях, используя, цитата, «высокоэффективную наступательную программу в киберсфере». Взагалі по загалям, все и обо всем. Но Радио Свобода хотя бы искусственно не занижает IQ населения, рассказывая в то время, когда надо рассказать о том, что же там опубликовала разведка США, о каких-то там деревянных поделках или о том, как лапти правильно плести. Как сказал на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам директор национальной разведки Джеймс Клэпер, вряд ли Соединенные Штаты когда-либо сталкивались с более агрессивной попыткой вмешаться в выборы в стране. Вряд ли сталкивались, вряд ли, конечно, вряд ли. Но расскажите, что же там за доказательства? Ведь это же интересно всему миру. Вместо того, чтобы рассказывать какую-то ахинею, наймите переводчика, переведите это, покажите. Ну это же на самом деле интересно. Если россияне этого не показывают, то вы покажите, прихлопните их наконец-то. Они не изменили соотношение голосов или что-то в этом роде. У нас нет измерительного прибора, у разведывательного сообщества нет способов измерить, какое влияние они оказали на выбор избирателей. Но если не оказали никакого влияния, или вы не можете подтвердить, что они оказали какое-либо влияние, то зачем вообще было огород городить? Зачем надо было на весь мир рассказывать о том, что у вас что-то есть? Но ведь не кажется ли вам, что на самом деле поторопились, поспешишь людей насмешишь? Да и нельзя сначала бросать обвинения, а потом подтягивать доказательства. Доказательства не очень. Является ли это агрессивным военным действием? Это очень серьезный политический вопрос, на который разведывательное сообщество не может ответить. А не можешь ответить? Иди себе, иди, ходи. Не трогайте Дональда Трампа, не пытайтесь, последний, знаете, это фол, последние надежды, как в футболе. Вы пытаетесь его хоть немного, хоть за штаны зацепиться, да хоть стянуть с него эти штаны, потому что понимаете, что полностью остановить уже все, уже не можете, уже поезд ушел, и из него машет загорелая рука, можно так сказать. Ну, конечно же, вечный Маккейн. Глава Сенатского комитета по вооруженным силам, республиканец Джон Маккейн, выступает за жесткий ответ на действия Москвы. Ракетами шандрахнут, да и все. Нам надо действовать быстрее, нам надо быть более гибкими. Что касается меня, в подведомственной мне сфере, я постоянно спрашиваю мою команду, что мы можем сделать, чтобы действовать быстрее и более гибко. Так русским балетом надо заниматься, гибкими быть и быстрыми. Абсолютным безумием назвал вице-президент США Джо Байден нежелание Дональда Трампа верить данным разведки о влиянии России на ход президентских выборов. По его словам, у Вашингтона есть бесспорные доказательства кибератак. Я слышу это уже неделю, и причем, наверное, не первую неделю. У нас есть бесспорные доказательства. Бесспорные доказательства, это доказательства, которые не вызывают спора. Дайте эти доказательства, тыкните их наконец-то Трампу. Он же не сможет уже от очевидного открещиваться. Но нет. Взрослей, Дональд, пришла пора стать взрослым. Ты президент, которому придется что-то предпринимать. Да пошел ты нафиг, не трогай Дональда. Мы со своей стороны
перевели этот доклад и, знаете, ключевые его моменты. Мне кажется, очень интересно. Па-па-па-пам, па-пам. Бесспорные доказательства. Часть 1. Усилия России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году являются примером давнего стремления Москвы подорвать либерально-демократический порядок во главе с США. Но эти действия демонстрируют значительную эскалацию в этом направлении и масштабирование усилий по сравнению с предыдущими операциями. Мы считаем, что российский президент Владимир Путин приказал осуществить эту кампанию с целью повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия стремилась подорвать веру общества в американский демократический процесс, опорочить бывшего государственного секретаря Клинтон и нанести ущерб ее шансам на победу на выборах президента. Мы также заключаем, что Путин и российское правительство отдали свое предпочтение новоизбранному президенту Трампу. Мы абсолютно уверены в этих суждениях. Бесспорное доказательство. Я бы назвал бесспорное доказательство номер 01. Мы считаем, что Путин и российское правительство стремились увеличить шансы Дональда Трампа на победу посредством дискредитации Хиллари Клинтон и выставления ее в неблагоприятном свете по сравнению с Трампом. Все три агентства согласились с этим утверждением. ЦРУ и ФБР абсолютно уверены в этом суждении, а АНБ проявляет умеренную уверенность. Получается, российские средства массовой информации, и я уже читаю удивление в некоторых СМИ, воздействовали на американского избирателя. Серьезно? Подход Москвы развивался в ходе предвыборной кампании на основании понимания России шансов обоих кандидатов на победу. Когда Москве казалось, что у Хиллари Клинтон больше шансов на победу, российская кампания сфокусировалась на подрыве ее будущего президентства. Более подробная информация появилась после дня выборов, когда, оценив поведение России с начала ноября 2016 года, мы еще больше убедились в правильности наших суждений касательно российских мотивов и целей. Российская кампания с целью оказания влияния на выборы носила смешанный характер. Она включала тайные разведывательные операции, киберактивность и откровенные действия со стороны органов российского правительства, российских государственных СМИ, представителей третьей стороны и троллей, оплачиваемых пользователей социальных медиа. Россия, как и Советский Союз, имеет историю тайных кампаний по оказанию влияния на выборы в США, в которых принимали участие представители разведки, агенты и СМИ, которые действовали с целью навредить кандидатам, которые воспринимались в Кремле как враждебные. Подождите, где доказательства? Мы считаем, что российская военная разведка ГРУ использовала Гуссифер-2 и чтобы публиковал информацию, полученную в ходе киберопераций против американских объектов в качестве эксклюзива посредством СМИ и Wikileaks. Я считаю, что Земля имеет форму чемодана. Мне кажется, это вполне логично. Более того, она плоская. Ибо если бы она не была плоская, по моему убеждению, то люди с той стороны падали бы вниз. Это же, по-моему, абсолютно очевидно. Но если я скажу, что это бесспорное доказательство плоскости Земли, это будет глупо. А вместо этого я читаю вот эту вот херню. Путин, скорее всего, стремился дискредитировать Хиллари Клинтон, потому что он публично обвинил ее в организации массовых протестов против его режима в конце 2011 года и в начале 2012. И потому что он держит зуб на нее за комментарии, которые он, скорее всего, воспринял как пренебрежительное по отношению к нему. Начиная с июня 2016 года Путин избегал похвал в адрес Дональда Трампа в публичных заявлениях по поводу американских выборов, потому что кремлевские чиновники считают, что личная похвала Путина имела бы неприятные последствия в США. Доказательства? Да. Он держит зуб на нее. Он держит на нее зуб. Он на нее обиделся. Он хотел ей отомстить. Доказательства? Да, стопроцентные. За кого нас считают? Перед выборами российские дипломаты публично осуждали американский избирательный процесс и были готовы поставить под сомнение результаты выборов. Прокремлевские блогеры были готовы запустить кампанию в Твиттер «Демократии РИП» в ночь выборов, когда казалось, что Клинтон победит. Это суждение сделано на основе наблюдения за их активностью в социальных медиа. Бесспорное доказательство? Бесспорно. Это бесспорное доказательство. И я начинаю подозревать, почему украинские СМИ не опубликовали перевод. Кремлевский пропагандистский медиаресурс РТ активно сотрудничал с Wikileaks. Согласно российским и западным СМИ, главный редактор РТ встречался с Джулианом Ассанжем
посольстве Эквадора в Лондоне в августе 2013 года для продления контракта. Российские СМИ впоследствии объявили, что РТ стала единственным российским ресурсом, который сотрудничает с Wikileaks. Да, и что? Главной целью, начиная с летней Олимпиады 2016 года, стал мировой антидопинговый комитет. Мы считаем, что утечки были организованы ГРУ и содержали информацию об американских атлетах. Лично я уверен, что это бесспорные доказательства. Мы считаем. Вы же не будете ставить под сомнение то, что считает разведка США. Самое страшное. С марта 2016 года связанные с российским правительством личности начали открыто поддерживать кандидатуру Трампа в англоязычных СМИ. РТ и «Спутник» утверждали, что Трамп стал жертвой несправедливого освещения традиционными американскими СМИ, которые, по их мнению, подчинены коррумпированному политическому истеблишменту. Российские СМИ приветствовали победу Трампа в качестве оправдания защиты Путиным глобальных популистских движений. И главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев характеризовал Трампа как жертву коррумпированного политического истеблишмента, который стремился предотвратить его победу из-за стремления Трампа сотрудничать с Москвой. Прокремлевский ставленник Владимир Жириновский прямо перед выборами заявил, что если Трамп победит, Россия будет пить шампанское. Это на кого рассчитано? На детей? Это на детей рассчитано? Или на какое? На школьников? Но школьники уже это не воспримут. Вот это вот и было зачитано. Почему не опубликовали перевод? А? Согласно бывшему архивариусу КГБ, во времена Холодной войны Советский Союз использовал разведчиков, агентов влияния, подставы в СМИ, чтобы вредить кандидатам, которые рассматривались в качестве враждебных. В 70-х годах КГБ завербовало активиста Демократической партии, который докладывал о ситуации. А дай бог памяти, в 1935 году от Рождества Христова КГБ завербовало еще кого-то. Это доказательство. Сразу после выборов российская разведка, согласно нашим оценкам, начала масштабную кампанию по рассылке ложных имейлов, направленных против сотрудников правительства США. Я тоже слышал, я это слышал. Где доказательства? Покажите доказательства. Несколько серьезных агентств, которые получают колоссальные деньги из бюджета Соединенных Штатов Америки, предоставили вот это в качестве доказательства. Ты можешь быть пророссийским, можешь быть пробританским, может быть пропуэрториканским. Но вот это вот не является доказательством. Это не доказательство, это ничто, ноль. Поэтому я делаю свой вывод. Напоследок Трампуша хотел поставить подножку один кривляка-актер, который то всех хот-догами угощал, то изображал собачку или там мудрого кота, или кого он там изображал. Но не получилось. Не трогайте. Руки прочь от Дональда. Дональд, вперед! Держись, Трампуша. И самое главное, не дай постели датских королей служить кровосмешению и распутству. Па-па-па-пам-па-пам!